Воображайте, середина 19-80-го центр управления полетами НАСА окутан тишиной. На пульте свежие снимки марсианской поверхности, только что полученные с аппарата «Викинг-1». Цветные фотографии, едва проявившиеся на хрупких мониторах, показывают неожиданные детали, нечто, что не вписывается ни в один учебник геологии. Технические специалисты и ученые собрались в небольшой комнате, разглядывая черно-белые полосы, ища среди хаоса случайных форм хоть что-то знакомое. Именно тогда один из инженеров склонился ближе к экрану и вдруг заметил прямоугольные структуры, тени, отбрасываемые не хаотично, а с пугающей симметрией. На закате Марса, когда тень становится длинной, на снимке четко проявляется гигантская граница, очерчивающая загадочный силуэт. В тот день никому еще не было известно, что это именно снимок с координатами региона под названием Кедония станет катализатором невероятных обсуждений. На одном из кадров некая возвышенность, у которой явно выделяется прямая линия основания, а контуры напоминают граненое сооружение. На другом участке целая группа холмов в строгой геометрии, словно бы выстроенных по одному замыслу. Самое примечательное строение – объект, поразительно похожий на пирамиду. В комнате впервые звучит слово «искусственное». Геолог НАСА пытается объяснить происходящее игрой света и ветра, но инженеры отмечают, даже с учетом ракурсов и освещения кое-что не складывается. Пока часть команды предполагает природное происхождение формы, секретные аналитики делают копии кадров для закрытого отчета. До сих пор ни одно снимковое открытие не приковывало такого внимания к Марсу, как этот марсианский сфинкс. Уже на следующий день досье с фотографиями оказывается в сейфе одного из руководителей лаборатории. Появляются слухи о том, что изображения передали не только ученым. Власти США начинают мониторить информационное пространство, ведь утечка данных может превратить научный казус в глобальную сенсацию. Тем временем восторженные сотрудники НАСА проводят компьютерную обработку снимков. Один из молодых инженеров, увлеченный страстью к египтологии, накладывает сетку координат поверх изображения, что приводит к нескромному результату. Форма располагается почти строго по сторонам света, а ее соотношение сторон подозрительно близки к золотому сечению. Разговоры о совпадениях и теориях не стихают ни на минуту. Появляются первые внутренние записки, где, не стесняясь, объекты называют пирамидами. В течение нескольких недель лаборатории по всей стране получают пакеты с материалами для анализа. Астрономы из Аризоны сравнивают данные с земными пирамидами, отмечая сходство не только в структуре, но и в ориентации комплексов относительно экватора. Фотограмметристы из Массачусетса реконструируют цифровую модель рельефа и замечают, что самые большие пирамидальные объекты окружают более мелкие, образуя правильные рисунки. Словно бы кто-то оставил гигантский след на поверхности пустынной планеты. Самое удивительное происходит, когда спустя 2 недели после обнародования первых снимков астроном-любитель из Калифорнии приобретает обработанные копии через утечку и выкладывает их в открытый доступ. Мгновенно формируется группа энтузиастов, которые начинают изучать снимки построчно, пиксель за пикселем. На независимых конференциях появляются доклады о необычных симметриях, а в газетах печатают сенсационные статьи. Шокирующие изображения с Марса попадают на первые полосы. Некоторые издания публикуют заголовки «Пирамиды на Марсе», «Инженерное чудо» или «Обман зрения». Следующий виток получает расследование, когда журналисты, получившие доступ к частным архивам и частично рассекреченным материалам НАСА, замечают постоянные попытки замалчивания. Один из них утверждает, что часть исходных снимков с пирамидальными объектами была ретуширована еще до поступления в открытый доступ. Вся эта история превращается в глобальную интригу, где каждый новый кадр с Красной планеты становится объектом научных баталий, а общественное воображение заходит еще дальше. Ведь вопрос не только в загадочных формациях. Вдруг на безжизненной планете есть нечто, что способно изменить представление о прошлом не только Марса, но и всей Солнечной системы. Вскоре энтузиасты и профессионалы переключают внимание на еще более непонятные объекты, те, чьи очертания явно выходят за рамки обычной геологии. Пока крупнейшие лаборатории разбирали снимки Кедонии, коллеги из Вашингтона синхронизировали спутниковые данные с ранними результатами советских миссий. В отчетах появлялись новые координаты. В зоне равнин Аркадии идентифицировали ряд острых гребней, образующих вытянутую шестерку, будто бы чертежи для какого-то грандиозного сооружения. Один из инженеров заметил, тени этих хребтов в разное время суток складываются в правильные треугольники. Не проходит и пары дней, как на столе руководителя миссии появляются чертежи неизвестных марсианских пирамид с длиной основания около 250 футов.
Специалисты планетарной геологии немедленно готовят серию сравнительных снимков, используя архивы Маринера 9 и Викинга. В новой точке, к югу от Элизийских полей, камеры фиксируют овальный курган с идеально гладкими скатами. После обработки контрастности проступают следы параллельных линий, будто продольные канавы вырезаны гигантским инструментом. Сотрудники лаборатории фотограмметрии вычерчивают на плане ажурную сетку. Центр структуры совпадает с пересечением нескольких геологических разломов, а окружность основания почти идеально совпадает с радиусом знаменитых египетских пирамид в дельте Нила. Вскоре группа энтузиастов во главе с астроархеологом из Иллинойса заявляет о новой находке, так называемое «Марсианское кольцо». На северной границе Хриса виден выбитый в скале круг правильной формы, диаметр которого не меньше 700 футов. Внутри круга обнаруживают нечеткие очертания квадратной сетки, явно выбивающиеся из окружающего природного ландшафта. Профессионалы засомневались, но после компьютерного сканирования выясняется, сетка делит пространство внутри круга на равные части, как если бы это была какая-то древняя карта или план города. За анализом одной загадки следуют новые сенсации. В центре Аравийской возвышенности автоматическая система марсохода регистрирует рельеф, который с высоты кажется ступенчатой платформой. Геологи составляют карту высот. Отметки формируют своеобразную лестницу, ведущую к плоскому верху. Такой профиль в естественных условиях невозможен, особенно для региона, который миллионы лет поддавался только ветру и пылевым бурям. Когда марсоход приближается на максимальную дистанцию, камеры фиксируют выступы по краям, напоминающие разрушенные колоннады. Открытие становится поводом для срочного совещания, снимки немедленно уходят в отдельный защищенный архив. Тем временем приходят сведения из Европейского космического агентства. Их орбитальный модуль едва успел отправить фотографии нового участка на краю Керберского кратера. На снимках два идеально параллельных вала, а между ними тянется четкая полоса, отблескивающая на закатном солнце. Специалисты замечают закономерность. Объекты отсвечивают иначе, как будто их поверхность состоит из материала с высоким отражением. Один из физиков выдвигает идею о наличии необычных металлов, возможно, что-то рукотворное или измененное под влиянием высоких температур. Самым противоречивым объектом оказывается гигантский монолит вблизи плато Медузы. Его высота превышает 70 футов, а стенки отвесные, словно высеченные одним движением огромного резца. Квадратная тень монолита в определенное время дня растягивается почти до 1000 футов. Эффект, который невозможно пропустить ни одному оператору, следящему за телеметрией. Американские и европейские астрономы спорят, если бы подобный объект находился на Земле, его бы давно признали памятником древней архитектуры. Но тут, на Марсе, такие догадки вызывают слишком много шума. В это же время ученые молча отправляют группы искусственного интеллекта анализировать снимки на наличие повторяющихся узоров, исключая человеческий фактор. Алгоритмы моментально находят еще 3 формации с почти идентичной структурой. На всех 3 симметричные фигуры, четко ориентированные на северо-запад, а соотношение сторон повторяют параметры египетской пирамиды, только увеличенные раза в 1,5. Отчеты уходят в специальные хранилища, доступ к которым имеют лишь несколько руководителей программы. С началом нового десятилетия внимание переключается на загадочные следы, уходящие от одной из формаций в пустынный марсианский песок. Высота волнистых полос чуть больше 3 футов, а длина каждого изгиба более 50. Схема укладки напоминает что-то отдаленно знакомое, словно бы здесь когда-то прокладывали дорогу или транспортный путь. В лабораториях снова начинают сравнивать результаты с земными аналогами, находя все больше подтверждений неслучайности этих линий. Каждое новое открытие добавляет интриги. Количество аномальных объектов на Марсе не уменьшается. Наоборот, с каждым годом ученые сталкиваются с все более сложными и необычными структурами. Исследователи спорят о природе происхождения, природное или искусственное. Но одно становится ясно каждому, кто держал в руках эти снимки. Марс хранит секреты, которые еще не раз перевернут представление о нашем месте во Вселенной. А дальше только реальные находки, предметы, которые марсоходы засняли на пыльной поверхности, вызывая больше вопросов, чем ответов. 80-е и 90-е – время первых настоящих свидетелей с марсианской поверхности. Марсоходы Sojourner, Spirit, Opportunity и Curiosity не просто катят по безжизненной пыли. Каждый их выезд превращается в экспедицию охотников за затерянными артефактами. Команды инженеров отслеживают любую аномалию, ведь электронная почта НАСА уже завалена инсайдерскими запросами после того, как первые фото пирамидальных форм круто изменили правила игры. Никто не знает, что ждать.
Всплывает даже слух о неких загадочных предметах, которые случайно попали в объектив. Первый тревожный сигнал приходит с марсохода «Спирит». Технический отдел в Пасадене получает снимки из региона Гусев. На одном из кадров симметричный прямоугольный объект, наполовину погребенный в песке. Компьютеры немедленно выдают предупреждение, параметры не соответствуют ни одной известной породе. Поверхность артефакта отполирована, одна из граней четко отражает солнечный свет. Исследователи увеличивают масштаб и замечают, на торце будто бы выгравированы повторяющиеся линии, напоминающие древние пиктограммы. На второй фотографии тень от объекта падает не в ту сторону, словно его края возвышаются над поверхностью неестественно ровно. Следом Opportunity отправляет в командный центр снимок еще более странного артефакта – округлый предмет с идеально ровным отверстием в центре. Диаметр отверстия чуть меньше 1,5 дюймов. Научный совет назначает экстренное совещание. Фотограмметрический анализ исключает вариант случайного образования. Слишком идеально совпадает с параметрами индустриальных деталей. Инженеры со всего мира ломают голову, что это, осколок инопланетной техники, часть старого космического аппарата или реликвия другой цивилизации. Один из самых обсуждаемых случаев случается, когда марсоход Curiosity в окрестностях кратера Гейл фиксирует необычную статуэтку. Вытянутый объект, высота которого чуть меньше 7 дюймов, с ровно срезанным основанием. Снимки отправляют в лаборатории 3 континентов. По анализу текстуры ясно. На поверхности есть следы что-то похожего на искусственную обработку. Особое внимание привлекает деталь. Верхняя часть предмета переходит в своеобразный купол, а на боках заметны симметричные выемки, будто для крепления или соединения с другим элементом. Открытие держит в секрете, но за 2 недели фото все-таки попадает в базу данных одного из независимых исследователей. Начинается новый виток слухов. Огромный резонанс вызывает находка у руин ступенчатой платформы, где одна из камер высокого разрешения на Спирите неожиданно фиксирует металлический блеск среди камней. Через несколько минут аппарат приближается, обнаружен цилиндр диаметром около 3 дюймов, который практически не покрыт пылью. Через спектральный анализ выявляют высокое содержание никеля и кобальта, редкое сочетание для местных пород. Сенсация растет, спектроскопия намекает на искусственное происхождение. Документы по находке немедленно отправляют в отдельный закрытый архив. Еще одна вспышка обсуждений – аномалия, сфотографированная в тени марсианского монолита. Здесь микрокамера Opportunity случайно регистрирует крошечный диск с идеально ровной поверхностью. При увеличении видны кольцевые гравировки, а толщина предмета чуть больше 3/8 дюйма. Материал, очевидно, сплав, не встречающийся в известных метеоритах. Инженеры пытаются определить назначение, но ни одна теория не объясняет такую обработку без инструментов. Параллельно в базах появляется серия снимков с загадочной группы камней, причудливо уложенных в правильный прямоугольник. Размеры платформы чуть больше 6 футов в длину и 2 в ширину. Центральный камень выделяется резкими гранями, по его периметру просматриваются четкие следы ударов. Специалисты предполагают, что его когда-то вытесывали. В этом же районе марсоход засекает впаянный в грунт стержень, изогнутый под прямым углом, причем его поверхность гладкая, отсутствуют следы эрозии. Снимки рассылаются ведущим материаловедам, записки об исследовании исчезают из открытых архивов буквально через сутки. Не менее интригующей становится находка на краю кратера Вон Карман. Камера фиксирует фрагмент многоугольной пластины, покрытой странным налетом, по которому тянутся параллельные борозды. Размеры приблизительно 4 на 2 дюйма. После анализа выясняется, часть борозд расположена точно по направлениям сторон света, а соотношение длин сторон почти золотое сечение. Эта пластина оказывается уникальной, ни до, ни после такого объекта не находили в других точках поверхности. В нескольких милях южнее, среди хаотичных каменных глыб, марсоход натыкается на то, что позднее в отчетах называют «марсианский куб». Кубическая форма, длина грани около 5 дюймов, одна поверхность идеально отполирована. В инфракрасном спектре фиксируются отражения, типичные для композитных материалов, а не минералов. Когда информация просачивается в прессу, обсуждение приобретает взрывной характер. За сутки тысячи пользователей сети разбирают каждый пиксель снимка, пытаясь разглядеть на гранях крошечные символы. Наконец, в первые дни после встреч с этими объектами лаборатории получают сигнал тревоги. Автоматика фиксирует магнитные аномалии, совпадающие с местами обнаружения артефактов. Уровень наводки на приборах выходит за пределы стандартных значений для марсианских пород. Специалисты по радиофизике срочно подключаются к исследованию.
Дальнейшая обработка данных выявляет еще одну особенность. Все объекты, вне зависимости от формы и размера, ориентированы относительно магнитных полюсов Марса. В итоге каждый новый найденный предмет становится отдельной загадкой. Складывается картина. Артефакты не просто разбросаны случайно. Похоже, они объединены системой координат, для которой у современной науки нет объяснения. Открытие будоражит научный мир, обсуждение выходит далеко за пределы профильных журналов, а найденные предметы внезапно оказываются под пристальным вниманием военных аналитиков. Но пока инженеры обсуждают, что делать дальше, всплывает следующая серия утечек. На свет появляются тайные документы, спрятанные десятилетиями, а вместе с ними новая волна сенсаций. В середине 1980-го в штаб-квартире Лэнгли, когда в стране только начиналась волна интереса к тайнам Вселенной, группа спецслужб получает на руки закрытое досье. В коридорах ЦРУ говорят шепотом, из Пасадены по частным каналам отправлены не только снимки марсианских пирамид. Внутри пакета не только фотоматериалы, но и рукописные записки инженеров, подробные расшифровки параметров обнаруженных объектов и технические отчеты о попытках воспроизвести симметрию пирамидальных комплексов в компьютерных моделях. Уже на следующее утро узкий круг аналитиков закрытого комитета по вопросам внеземной цивилизации собирается в защищенном бункере. Каждый лист бумаги занесен в секретный реестр, материалы копируются на пленку и немедленно пересылаются в 3 ведомства: Центр национальной разведки, Комитет по научным технологиям и Группу внутреннего контроля аэронавтики. Обсуждение начинается без промедлений. Офицеры внимательно изучают фотографии Скидонии, сравнивают ориентацию объектов с шаблонами древних земных построек, а затем приступают к самому спорному – анализу внутренних донесений НАСА. В документах встречаются прямые указания на то, что некоторые снимки были сознательно подчищены. Участки с резкой геометрией закрашивали цифровыми фильтрами, чтобы сгладить подозрительные контуры. В отдельном файле описывается эпизод. Во время передачи данных с орбитального аппарата возник сбой. Одна из фотографий на пути к центру обработки была перезаписана несколько раз. Финальная версия выложена в архив в искаженном виде, без оригинальной подписи оператора. Параллельно в отделе технической экспертизы проводят собственное расследование. Оригинальные негативы подвергаются анализу спектра, в результате чего выясняется, по меньшей мере на 3 ключевых кадрах проявляются едва заметные цифровые следы редактирования. Программисты восстанавливают последовательность изменений. На одном из принтов граница между поверхностью и пирамидой размыта вручную, на другом видны следы замазывания линии основания. К расследованию подключают независимую команду экспертов из Массачусетса. По их заключению, аналогичные техники редактирования применялись в 60-е для ретуши секретных фотографий, связанных с военной программой спутников. Под давлением секретности спецслужбы издают внутренний меморандум. Любые новые находки, связанные с марсианскими структурами, подлежат немедленному отчуждению в отдельный фонд, не подлежащий даже межведомственному обмену. За просачиванием информации пристально следят специалисты по информационной безопасности. В середине 1985-го появляется доклад. Утекли первые копии технических записок, в которых прямо говорится о необычной ориентации объекта. На основании делается вывод о вероятном рукотворном происхождении. Руководство срочно проводит внутреннее расследование, перекрывает доступ к лабораторным архивам, отключает внешние терминалы. Чуть позже на одной из встреч в штаб-квартире военного агентства обсуждается протокол сокрытия. Для обработки новых аномалий на Марсе создается специальная комиссия. В задачи входит не только сбор и анализ данных, но и подготовка версий для общественности. В распоряжении комиссии серия шаблонных заявлений о природных формациях, которые заранее готовятся для публикации в научной прессе. Внутренние распоряжения строго предписывают не упоминать термин «пирамида», заменяя его на «треугольный холм» или «анфилада возвышенностей». Ситуация выходит из-под контроля, когда сразу в 2 университетах, в Аризоне и Иллинойсе, пара студентов перехватывает оригинальные фотографии из внутренней сети, используя уязвимость старого протокола передачи данных. В течение недели секретные снимки распространяются среди кружков астрономов-любителей на восточном побережье. Появляются первые домашние расшифровки координат, а на страницах самиздатовских журналов публикуются фрагменты внутренней переписки НАСА. Служба внутренней безопасности фиксирует массовый рост интереса к марсианским аномалиям. Запросы поступают даже от бывших сотрудников конструкторских бюро. Параллельно в Вашингтоне собирается межведомственный совет, куда входят представители разведки, научного комитета и военно-космического управления.
Один из докладчиков заявляет, в архиве обнаружен ряд некогда засекреченных документов, датированных 60-ми и 70-ми. В них фигурируют странные концепции, проекты разведки внеземных сооружений, схемы маскировки информации и даже исследования психологии массовых реакций на внеземные открытия. В одном из отчетов отмечается, анализ реакции населения на утечку пирамидальных снимков показал резкий скачок интереса к альтернативным теориям истории. В этот же месяц становится известно, часть архивных материалов была намеренно удалена из картотек, а физические носители уничтожены под протокол. Опрошенные сотрудники НАСА подтверждают, в период особо громких обсуждений им поступали указания не выносить детали обсуждений за пределы лабораторий и не комментировать журналистам характер находок. Некоторые научные консультанты получают письма с напоминанием о подписке о неразглашении и временном приостановлении публикаций по теме марсианских объектов. Внутри спецслужб вспыхивают споры. Из лабораторий поступают сведения о странных визитах представителей контрразведки, которые изымают оригинальные записи анализов магнитных аномалий и спектральных особенностей найденных артефактов. Появляются слухи о существовании отдельной рабочей группы, задачей которой становится сбор всех свидетельств, указывающих на искусственное происхождение структуры предметов. Тем временем в интернете появляются фрагменты секретных презентаций, посвященных возможным сценариям контакта с древними строителями. Один из файлов содержит сравнительный анализ: марсианские пирамиды против египетских, параллели в форме, масштабе и расположении. Пользователи разыскивают подтверждение догадок в открытых источниках, копают в технических описаниях миссий, находя все новые подробности о попытках скрыть точные координаты и даже орбиты пролетающих спутников. В течение нескольких месяцев закрытые отчеты продолжают просачиваться в сеть. Литографии с деталями марсианских артефактов, таблицы вычислений параметров платформ, описание следов искусственной обработки. В одном из документов отмечено, найденные артефакты ориентированы относительно местных магнитных полюсов, а их распределение почти точно совпадает с принципами древней мегалитической архитектуры Земли. В результате всего этого расследования и череды утечек общественный резонанс вырастает до невиданных масштабов. Спецслужбы тратят гигантские ресурсы на локализацию источников информации, но каждый новый документ только подогревает интерес к тайнам Красной планеты. Пока одни ведомства закрывают архивы, журналисты и энтузиасты выстраивают собственные теории, связывая следы древних цивилизаций с научными сенсациями последних лет. И именно тогда на поверхность всплывают самые невероятные догадки, от визитов инопланетных гостей до тайных переселений древних строительных рас. И когда кажется, что степень секретности достигла апогея, появляются новые данные, заставляющие даже старожилов разведки усомниться. Не слишком ли земные спецслужбы торопятся объявить марсианские загадки делом только природы и песка? А за стенами секретных лабораторий в это время уже расшифровываются сканы древних узоров и чертежей, которые совершенно не похожи на случайности, готовя почву для самой дерзкой гипотезы. А вдруг на Марсе и правда остались следы древней внеземной расы? Открытая переписка между лабораториями НАСА в начале 90-х – настоящая золотая жила для охотников за теориями о древних пришельцах. В одном из писем инженер из Хьюстона высылает коллеге в Аризону анализ рельефа, где четко отмечена сетка, повторяющая очертания плато Кедония. В письме есть фраза: «Совпадение этих углов с земными мегалитами не случайно». Вскоре появляется доклад, где координаты марсианских пирамид накладываются на карту египетского Гиза, точное сходство в ориентации по отношению к экватору и магнитным полюсам. Геодезисты отмечают: ключевые точки на Марсе выстроены в правильный треугольник, расстояние между ними около 300 и 600 футов, как между элементами пирамидального комплекса на Земле. Дальше больше. В руки британских исследователей попадают результаты спектрального анализа. Химический состав пыли вблизи одной из пирамид отличается на несколько процентов по содержанию никеля, чем в окрестностях. Необычное распределение элементов фиксируется только поблизости от геометрически правильных структур. Это не просто игнорируется. В закрытой конференции один из специалистов заявляет: почва будто обработана по технологии неизвестной современной науке. Вскоре те же ребята анализируют фотографии монолита у плато Медузы. На его поверхности едва заметные штрихи, слишком ровные для действия ветра и песка. По всей длине одной из граней тянутся одинаковые параллельные канавки, глубина которых не превышает доли дюйма. Инженеры из Массачусетса строят гипотезу о машинной обработке. Параллельно астрономы-любители из Франции накладывают снимки марсианских структур на изображения древних городов Южной Америки. Совпадения точны до нескольких футов.
В одном из отчетов приводится сравнение. Треугольники на Марсе имеют те же пропорции, что у базальтовых платформ Тиуанаки и пирамиды Кукулькана в Чичен-Ице. Параллели становятся слишком явными для простого совпадения, и вот уже по интернету расходятся десяток теорий о едином архитектурном плане. В тех же 90-х на одном из форумов появляются срезы данных с марсианских марсоходов, где зафиксированы аномальные радиоимпульсы в зоне пирамид Кедония. Частота сигналов ровно 242 кГц, что укладывается в диапазон, совпадающий с резонансами древних каменных сооружений на Земле. Радиоинженеры делают расчеты. Если передать такой сигнал через большой каменный объект, возникает стоячая волна, эффект, зафиксированный в описаниях мегалитов Стоунхенджа. Как на дрожжах растут гипотезы о том, что Марс стал когда-то полигоном для древней цивилизации. В доказательство приводят не только симметрию объектов. По ряду снимков из зоны равнин Аркадии видно, как несколько пирамид стоят вдоль линии, совпадающей с древним меридианом, по которому были выстроены города майя. На горизонте одной из пирамид отчетливо виден уступ, площадка, ориентированная на восход солнца в день весеннего равноденствия. Такую деталь до этого находили только в древних астрономических обсерваториях. Вскоре энтузиасты из Японии обращают внимание на детали в расположении марсианских артефактов. Анализируя схемы укладки камней, они видят повторение сакральных фигур, встречающихся в тибетских мандалах. Группы моделируют эти же фигуры при помощи графических редакторов и находят совпадения в ключевых узорах. В научных кругах проходят закрытые семинары. Один из докладчиков приводит пример. Найденные в туннелях под одной из пирамид на Марсе камни издавали при ударе четко слышимый звон на частоте, совпадающий с резонансом некоторых земных храмов. Самая громкая сенсация разгорается после публикации отчета о срезе магнитных аномалий. В 3 зонах вокруг марсианских пирамид зафиксированы круговые поля, повторяющие структуру энергетических спиралей, известных в древних мифах. Электрофизики отмечают, такие структуры невозможно объяснить только действием солнечного ветра. После этого в сети появляется десяток публикаций, где объекты на Марсе сравнивают с руинами подводного города Йонагуни и платформами острова Пасхи. Каждый раз исследователи отмечают идентичность пропорций и совпадение размеров. Все чаще звучат предположения, что на Марсе могли действовать не просто разумные существа, а представители цивилизации с технологиями, превосходящими земные тысячелетия назад. Берут за основу старинные таблички Шумер, в одном из переводов говорится о «богах, строивших дома на Красной Земле». Быстро вспоминают догадки Захарии Ситчина, который в своих трудах связывал историю планетарных пирамид с визитами аннунаков. Появляются изображения. На одной стороне схема расположения египетских и марсианских пирамид, на другой стороне отпечатки символов, найденных на поверхности таинственных объектов Кедонии. Символы сравнивают с письменами древних цивилизаций. Угадывается общая основа, общие углы наклона линий и даже элементы пиктографической записи. В тот же период появляются свидетельства о следах, напоминающих платформы для посадки. Астрономы отмечают, рядом с некоторыми пирамидами находят участки с утрамбованной поверхностью, где магнитные приборы фиксируют остаточные поля. Приборы реагируют так, как если бы здесь проходил крупный энергетический разряд, возможно, в момент посадки или включения мощного оборудования. Поступают сообщения о зафиксированных вибрациях в грунте во время пролета искусственных спутников. Данные хранятся в архивах под грифом «Особое внимание», а отчеты с результатами отправляются в закрытые отделы Университета Джонса Хопкинса. Между тем, команда астроархеологов из Канады обнаруживает совпадение в схеме размещения марсианских пирамид и древних астрономических календарей майя. На одном из снимков платформы ряд выбитых в грунте точек, образующих цепочку, отражающую последовательность основных фаз Марса. Применяя математический анализ, исследователи приходят к выводу, такой порядок мог быть задан только при знании точного года обращения планеты вокруг Солнца. Ближется момент, когда доказательства искусственного происхождения марсианских объектов оказываются настолько многочисленны, что даже самые строгие скептики начинают требовать независимой экспертизы. Эксперименты с аудиосигналами на моделях пирамид показывают уникальные акустические свойства, не характерные для естественных форм. Специалисты по древней архитектуре отмечают идентичность рукотворных каналов на Марсе и аналогичных каналов в плато Наска. Фактов становится слишком много. Выводы ученых и энтузиастов сходятся. Следы на Марсе могут быть результатом работы древней и высокоразвитой внеземной цивилизации. Кто-то явно оставил здесь системы, объекты и даже знаки, которые до сих пор не может объяснить современная наука.
Но пока одни продолжают спорить о доказательствах, другие пытаются понять, зачем древние посетители возвели такие сооружения на безжизненной планете. Именно этим вопросом начинают заниматься закрытые группы аналитиков, разыскивающие ответы в недрах архивов спецслужб и среди аномалий марсианской поверхности, ведь самое неожиданное впереди. В середине 1990-го в обстановке строгой секретности на одной из военных баз США начинается проект с кодовым названием «Орион Марс». В задачу группы входит не просто изучение марсианских пирамид, а попытки моделирования их реального назначения. Первыми шагами становятся тестовые физические расчеты. Команда инженеров с помощью суперкомпьютеров повторяет параметры кидонийских объектов, воссоздавая их структуру из алюминиевых пластин и композитов. Испытания проводят в камерах, имитирующих давление и температуру Марса. Одна из гипотез – пирамиды могут работать как гигантские антенны. На специальных стендах фиксируют, при определенной конфигурации марсианская форма усиливает слабый радиосигнал в диапазоне, совпадающем с частотой обнаруженных аномалий. На втором этапе физики моделируют движение магнитных полей вокруг макета. Возникает узор, похожий на зафиксированные спутником кольца вокруг настоящих пирамид Красной планеты. В это же время во внутренний архив НАСА поступает доклад о специальных опытах с образцами грунта, собранного в непосредственной близости от марсианских пирамид. Исследование в лаборатории Хьюстона показывает, на зернах пыли осели следы электромагнитного воздействия, напоминающие эффекты, возникающие при работе энергоемких устройств. В отчете отмечается, что найденные частицы никеля и кобальта распределены по поверхности не случайно. Они формируют четкую спиральную схему. Сразу после публикации результатов техников вызывают на совещание. Данные о магнитных аномалиях кладут под гриф особой важности. Вскоре начинается новый этап – тайные марсианские сессии. Команду делят на две группы. Часть аналитиков продолжает работать над гипотезой об энергетических функциях пирамид, другая сосредотачивается на идее транспортного или навигационного комплекса. В Вашингтоне создают цифровую карту, на которую наносят все выявленные пирамидальные объекты. Программное обеспечение, разработанное специально для проекта, строит линии между этими точками. Получается замкнутая сеть, в которой расстояния между ключевыми центрами оказываются кратными числу, совпадающему с делением марсианского экватора на 13. Астрономы замечают, это число встречается и в древних календарях майя. В закрытом отчете начальника проекта «Орион Марс» приводится вывод. Объекты на Марсе выстроены в соответствии с четкими астрономическими ориентирами. Несколько пирамид всегда смотрят на точку восхода Солнца в дни равноденствия, а основания некоторых строго совпадают с направлениями на крупнейшие кратеры и магнитные аномалии. На одном из совещаний куратор проекта заявляет, все выглядит так, будто эти сооружения – часть глобального системы связи или навигации. Параллельно в секретных отчетах появляется информация о загадочных сигналах, принимаемых специальными радиотелескопами в Неваде и Австралии. Уникальная особенность – импульсы приходят только во время определенных астрономических событий, например, когда Земля и Марс выстраиваются в оппозицию. Кодировщики из Национального агентства по безопасности анализируют последовательность сигналов. В одной серии обнаружена простейшая цифровая сетка, повторяющая карту Кидонии. Вывод: не исключено, что пирамиды несут функцию маркеров для передачи данных или координат. В то же время спецслужбы предпринимают несколько попыток направить марсоходы на изучение новых аномальных областей. Одна из экспедиций в район Аркадии, согласно внутреннему досье, заканчивается странной потерей связи. Роверы внезапно выходят из строя именно на подступах к Большой пирамиде. Отчеты инженеров фиксируют скачок магнитного поля и необычные помехи в системе навигации аппаратуры. Протокол миссии кладется в защищенный архив, а научная группа переводится на временный режим конфиденциальности. Через месяц в прессу попадает только нейтральное сообщение – технические неполадки при испытаниях. В это же время в Лос-Аламосе запускают сложные томографические модели, чтобы вычислить внутреннее строение пирамид по снимкам с орбитальных аппаратов. Сканирование показывает присутствие пустот и сложных внутренних камер, часть из которых имеет ровные углы и идеально параллельные стены. Один из докладчиков отмечает, некоторые камеры по размеру и пропорциям соответствуют так называемым «царским покоям» внутри египетских пирамид, а другие выстроены по сетке, напоминающей схему для резонансных частот. Собранные сведения оперативно обсуждаются на закрытом симпозиуме, где присутствуют не только ученые, но и представители военных ведомств. В ходе дискуссии появляется новая гипотеза.
Пирамиды могли играть роль сигнализационных вышек для посадки космических аппаратов, либо быть элементами системы накопления и распределения энергии. К этим выводам приводит анализ спектральных отражений от поверхности, где фиксируются вспышки в инфракрасном диапазоне при прохождении некоторых спутников по орбите. На фоне засекреченных разработок поступают новости из европейских лабораторий. Их автоматические датчики на марсианских орбитерах фиксируют короткие всплески радиоизлучения при пересечении сектором Кедонской сети. В одном из отчетов инженеры из Мюнхена предлагают версию о существовании на Марсе древней системы маяков, с помощью которых можно было ориентироваться и на планетарной, и на межпланетной шкале. В заключительные дни проекта «Орион Марс» в штаб-квартиру НАСА поступает зашифрованная депеша от научной группы из Jet Propulsion Laboratory. Согласно новым данным, на наружных стенах одной из пирамид отчетливо видны остатки геометрических узоров, напоминающих коды древних письменностей планеты Земля. Команда криптографов срочно отправляется на верификацию материала, поднимают архивы шумерских и майяских символов, отмечая поразительное совпадение в некоторых деталях. Финальный вывод записан в служебной записке. Вероятность случайного происхождения структуры менее 0,1%. На этом фоне руководство агентства созывает экстренное закрытое совещание. Обсуждается вопрос дальнейшего финансирования и направления исследований. Спецслужбы требуют усилить контроль за информационными потоками, но отдельные участники проекта настаивают на частичном раскрытии сведений для научного сообщества. В качестве временной меры принимают решение. Запуск новых марсоходов будет сопровождаться двойным протоколом сбора данных, официальным для открытого архива и секретным для анализа гипотез искусственного происхождения. Пока досье о тайных экспериментах и сканах внутренних камер марсианских пирамид проходят экспертизу в Пентагоне и закрытых отделах НАСА, некоторые исследователи уже строят новые планы. В письмах между коллегами мелькает мысль: если марсианские пирамиды просто серии, пирамида не просто случайность, а часть целой сети древних сигналов, то следующий шаг — поиск таких же узоров по всей Солнечной системе. И если все эти структуры — наследие неземной цивилизации, то разгадка их значения способна навсегда изменить представление человека о собственной истории, задавая все новые вопросы, на которые пока нет ни одного однозначного ответа.